Вот этот караван вдоль дороги Д-400, это здесь проходил шелковый путь. На всем протяжении, пока мы ехали, снять не могла. Вот такие вот караванчики стоят. И это возле самого музея, куда мы приехали. Музей мозаики. Кто бывает в Газиантепе, это место не пропускает. Здесь вот старинные уже стоят архитектуры. Ой, колонны. Билеты у нас есть. Пропуска. Такой вот здоровый музей. С видом на старый город. Вон там мы туда пойдем гулять. Большинство экспонатов музея привезены из древнего города Зиугма. Это был богатый римский город на Ефрате. Такие мозаики украшали полы вилл элиты. Эти мозаики вообще могли исчезнуть. Их спасли в начале 2000-х годов всего лишь, когда из-за плотины часть города Зиугма должна была уйти под воду. А сам город основал полководец Александра Македонского. Целый кусок стены. Говорят, прям дома разбирали и приносили куски стен сюда. Смотрите, тут вот из легенд древних. Я таких и не видела. Смотрите, змея-собака вместе. Здесь рассказано про эту картину. Здесь даже можно включать путеводитель, и он будет рассказывать. Здесь изображена не просто мозаика. Слева – это Ефрат, сама река, источник богатства. А справа Ефросинья, богиня радости. Римляне уже тогда знали формулу жизни. Если есть деньги, то есть и удовольствие. Третий до нашей эры. И вот показывают, где раскопки. Не видно на видео. Старинного зала. Какая-то старинная комната. Здесь перемещение по стрелочкам музей. Не заблудишься. Вот здесь с надписями какими-то. На древнегреческом здесь был Актемелион какой-нибудь. Все настоящее. Представляете? Лицо не сохранилось, но древность. И очень такой, это прям храм. Прям вот целый храм сюда принесли, да? Прям взяли храм и перевезли сюда. Очень красиво. И очень впечатляюще. Здесь полутьма, на самом деле так и есть. От яркого света защищают мозаику. Тоже еще один зал. Персей с Андромедой. Значит, легенды все-таки эти существовали. Раз по ним... Это нам не наврали. Но я за всей историей больше всего любила вот это все. Древняя Греция, Древний Рим, легенды.
На верхних этажах музея в основном расположены мозаики, которые были на полу известных домов тех времен. А основные известные мозаики на нижнем этаже. Эрос и Психея. Эрос-то какой-то молоденький. А Психея такая уже в годах. А здесь проходы такие стеклянные, полустеклянные. Не знаю, тут без разницы, наверное, в какую сторону идти. Здесь подсвечивают, как была картина, потому что на месте нее утрачено. Вот, видите, ничего нет. Стерт. Как точно выполнены лица, видите? Настоящие. Я не могла не потрогать, простите. Мозаика изображала времена года. В центре была главная фигура, по бокам картинки с временами года. Отреставрирована в 1994 году. У этих очень странные лица, какие-то нереальные. Может быть, оно совсем древнее, прям. Не знаю. Вот тут третий до нашей эры, одни из первых. Ну, прям вся сохранилась. Я не представляю даже, как они ее откопали, где она была. Нижний этаж почему-то закрыт. Там какая-то прям гробница или плах. Дырки такие, как для головы. Чтобы вы понимали, что мы в полутьме здесь. Даже глаза в темноте смотрят. Вот такой вот музей. Нижний этаж, оказывается, со всеми знаменитыми самыми мозаиками закрыт с 23 года после землетрясения, так как зданию был нанесен ущерб, и ради безопасности посетителей закрыли нижние этажи. Это вид сверху, где мы были. Там внизу ходили. И нашли это, видимо, вот под этой горой. Это небольшие фрагменты, оставшиеся. Свечивает лампу вот так. Написано, что это. Глаза. Большая, очень большая вот. В стену дома. Но это все из храмов, я так понимаю, сюда везли. Хотя вот такое ощущение, что мы находимся на том месте, где это начали эти раскопки. А потом сюда все. Тут закрытый зал, где хранится особо тщательно турецкая Мадонна, так называемая. Самая древняя, самая известная. Сюда все ходят смотреть. Тут вообще темнота. Центральный фрагмент мозаики «Цыганка» был обнаружен черными копателями еще в 60-х годах. Это одна из самых старых и самых известных мозаик. Создана она была примерно во II веке нашей эры. Привлекает она своими глазами, которые смотрят туда, куда вы идете. Сбоку, когда подходишь, она смотрит на вас. Видите, я с самого боку подошла, и она глаза скосила. Теперь и вы видели это. Вот мы вышли из первого отделения, скажем так.
Вот дома настоящие. Антеповские дома. И он стоит на холме, поэтому вполне возможно, что именно здесь и раскапывали. Вот выход по таким вот. Здесь обзорная площадка. Посмотрите. Вон там, где... Вон самый высокий флаг. Это вот центральная крепость. А нет, вон она крепость. А там еще что-то. В общем, вот это все район старого города. Мы пойдем с вами туда гулять. Второе отделение, насколько я понимаю, оно небольшое тут. А может и большое. Да, такое. Вот начало. Вот показывают место. Вон место раскопок, да? Явузели. От Газиантепа в сторону. Точка, где раскапывают эти, находят сокровища Месопотамии. Откуда привезли сюда? Представляете, как ее доставляли? Мозаику эту. А тут тоже все этажи мозаики вниз, да? Здесь так не сильно сохранившиеся. Ну что смогли. Но здесь красивые были картины. Я не знаю, вы видите, нет? Вот там быки, растения, птички внизу. Это вверх ногами, но здесь надписи очень длинные, целый рассказ. А это мозаика Изыс-Кую, по названию деревни, которая расположена недалеко от Газиантепа. 5 век до нашей эры. Ее в 2010 году привезли сюда из-за угрозы незаконных раскопок и сельхозработ. На мозаике изображены фигуры, а также разные животные, домашние и дикие, и выполнены это разными техниками, как бы показывая, что мастер владел всеми техниками. Это уже 5 век. Частично на первый этаж, на нижний вернее, здесь пускают. Это в самом центре находится второго здания. Главное отличие этой второй части экспозиции в том, что мозаики здесь не из роскошных частных вилл, а из небольших поселений вокруг Ефрата. Чаще всего их находили в базиликах, то есть церквях. Именно поэтому их часто называют деревенскими мозаиками. Если сравнивать с первой частью, разница сразу бросается в глаза. Там мифология, боги, сцены из античных легенд, богатство. Здесь совсем другое. Здесь вместо мифов появляются христианские символы, кресты, птицы, виноградные лозы, олени. Это как смысл вечной жизни, веры в духовность. Лица и детали уже не такие тонкие. Эта часть интересна тем, что тут сразу видно, что переходит одна эпоха в другую. Здесь видно, как античный мир с его богами и роскошью постепенно уступает место византийской культуре и христианской символике. И это уже не про богатые дома, а про веру и новую идеологию, то есть распространение христианства.
Мне кажется, что это прямо здесь раскопали почему-то. Третий век. Мне жарко. Ходишь здесь и кажется, что ты правда в древнем каком-то храме находишься, в церкви. Тишина. Я думала, это древнее. Гробницы. Это уже на улице. С такими ступеньками сделано. Да, это прям надгробие. Наверное, все-таки это тут этот холм, на котором выкапывали все. Вот такой музей. Все на все у нас заняло час. Ну, в принципе, он такой и есть визуально. Все отлично.